Привет, друзья! Это кухня наизнанку. В наше время не модно говорить о том, что кто-то любит сладкое. Все говорят только о правильном питании. Но мы ничего не можем с собой поделать. Мы сладкоежки. И очень любим чай именно с печеньем или с кусочком домашнего торта. Даже летом сладкое едим. Рецептов печенья у меня много разных, но есть несколько самых простых. Мне кажется, что даже в магазин сходить дольше, чем приготовить такое печенье. Сложно выбрать, какой из этих 5 рецептов мне нравится больше, поэтому начну с самого-самого простого. Всего 3 ингредиента плюс 10 минут вашего времени, и можно заваривать чай. К размягченному сливочному маслу добавляю 50 граммов сахара. Масло беру 170 граммов, при желании можно использовать и маргарин. Хорошо перемешиваю с сахаром и добавляю просеянную муку. Обычно у меня уходит 250 грамм, всегда добавляю ее постепенно, не всю сразу. Иногда хватает и меньшего количества. Вот такое должно получиться тесто. Собираю его в комок, раскатываю колбаской, насыпаю на доску сахар, еще примерно 50 граммов, и обваливаю в нем тесто. Нарезаю на небольшие кусочки и выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой, на небольшом расстоянии друг от друга. Примерно вот так. Ставлю противень с печеньем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Даю печенью остыть и выкладываю в блюдо. Попробуйте, минимум затрат и максимум удовольствия. Можно обвалять печенье не только в сахаре. Можно добавить к нему корицу, кунжут или орешки. Тоже очень вкусно. Второй рецепт тоже очень простой, но чуть больше по времени занимает. Печенье просто тает во рту. Я не люблю это выражение, но здесь не скажешь по-другому. Очень рассыпчатое и очень вкусное. Этим печеньем соблазняются даже те, кто на диете. Его называют по-разному. Сахарное, мучное, снежок, но я называю его наслаждение. Уверена, что оценят все любители песочной выпечки. Здесь основа также сливочное масло. Выкладываю в миску. Оно тоже должно быть мягким. И добавляю 4 столовых ложки крахмала. Чаще всего использую картофельный крахмал. Но, конечно, подойдет любой. Сюда же отправляю сахарную пудру и перемешиваю. Удобнее это делать миксером, но можно и без него обойтись. Когда масса станет более-менее однородной, добавляю растительное масло. Теперь немного муки и пакетик ванилина. Еще мука. Перемешиваю. Муки у меня обычно уходит ровно 500 граммов. Тесто получается очень, как бы сказать, неудобное, непослушное, рассыпается в руках, напоминает мокрый песок, но в комок собрать можно. Отрезаю немного теста, формирую из него вот такой брусочек и нарезаю. Дальше точно так же. Выкладываю кусочки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Ставлю в разогретую до 150 градусов духовку и выпекаю примерно 40 минут. Печенье должно совсем слегка подрумяниться. В глубокую тарелочку насыпаю сахарную пудру и обваливаю в ней еще теплое печенье. Сейчас попробую показать, что получилось.
Печенье получается очень нежное и очень рассыпчатое. Обычно делаю небольшие кусочки, чтобы как бы на один укус, так удобнее. Сложно описать, как это вкусно. Попробуйте, точно понравится. Для третьего рецепта мне нужны вот такие ингредиенты. Тоже все очень просто. В миску вбиваю одно яйцо, добавляю 100 граммов сахара и перемешиваю. Теперь 150 грамм сметаны, я беру 20% жирности, и 60 мл растительного масла. Дальше в тесто отправляю пол чайной ложечки соды и лимонный сок 3 столовых ложки. Снова перемешиваю и в конце добавляю просеянную муку, примерно 280 граммов. Может уйти чуть меньше или наоборот чуть больше. Обычно смотрю по тесту. Оно должно получиться вот таким, достаточно густым. Перекладываю готовое тесто в кондитерский мешок и понемногу выдавливаю на противень. Вот так. Я использую силиконовый коврик, но можно взять и обычный пергамент. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут. И можно заваривать чай. Вот такое красивое получается печенье. Ароматное, мягенькое и очень вкусное. Можно пить чай. Присоединяйтесь. Есть у меня еще один рецепт печенья за 15 минут. Взбиваю миксером 2 яйца. Продолжаю взбивать, добавляю 70 граммов сахара, затем 90 грамм муки, ванилин, соду, примерно 1/3 чайной ложечки, по щепотке лимонной кислоты и соли. Точно так же, как в предыдущем рецепте, выкладываю на противень. Но тесто более жидкое, немного растечется. Нужно это учитывать. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 8 минут. Все, можно есть так, но мы любим это печенье с вареным сгущенным молоком. Беру печенье, немного сгущенки на него и прикрываю вторым печеньем. Вот так вкуснее. Такое печенье удобно брать с собой на работу. С чаем в обед то, что нужно. И еще один рецепт на сегодня. Шоколадное песочное печенье. Можно подавать такое печенье и к чаю вместо конфет. Очень вкусно. Ну и просто, конечно. К просеянной муке добавляю размягченное сливочное масло и разрыхлитель. Хорошо все перемешиваю. Можно просто руками перетереть. Получается вот такая крошка. Добавляю яйцо, сахар и какао-порошок. Хорошо перемешиваю. И собираю тесто в комок. Такое тесто намного послушнее, чем во втором рецепте. И сделать из него печенье совсем не сложно. Отщипываю кусочек, формирую брусочек и нарезаю. Получается 2 противня печенья. Духовку разогреваю до 180 градусов, ставлю в нее печенье и выпекаю 25 минут. Можно посыпать сахарной пудрой, но я обычно подаю просто так. Рассыпчатое и супер шоколадное. Никаких конфет не нужно. Попробуйте приготовить. Как всегда, все рецепты под видео в описании. Жду ваши отзывы. Спасибо всем, что смотрите мои видео и готовите со мной. Чтобы не потерять эти рецепты, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.
Конечно, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного.